Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами своей торговой сессией с индикатором Momentum. Расскажу, как я его использую на разных типах рынка, подкрепляя это все техническим анализом. Смотрите до конца обязательно, сможете все повторить. Все настройки, все анализы, все точки входа будут даны вам в видосе. Параллельно расскажу про мыльный пузырь далекого прошлого, в который вляпался сам Исаак Ньютон. Думаю, выпуск получится интересным. Сразу буду благодарен вам за лайки и подписки на канал. Также пишите комментарии с предложениями новых тем моих видео. Приятного просмотра. Поехали! Итак, давайте приступим. Начнем с настройки нашей торговой системы. Первым делом выставляем нужный таймфрейм. 5 минут. Здесь это важно, так что не забудьте повторить. Сама стратегия состоит всего из одного индикатора Momentum, который мы оставляем по умолчанию с настройками 10. Ничего менять не нужно, для 5 минут он прекрасно нам подойдет. Смотрите, что мы делаем. Все, что нужно, это совмещать сигналы моментума с обычным price action. Смотрим, когда моментум зеленый, на графике восходящий тренд. Повышение столбиков сопровождается, соответственно, ростом самой котировки. Аналогично, красная стадия, выделяем ее на графике, и это четко совпадает со снижением. Видите, у нас есть полная корреляция с рынком во время движения. Да? Здесь отметим важный нюанс. Как только цена начала разворачиваться, это можно расценивать как точку смены направления тренда. И затем у нас довольно скучный боковичок, в котором моментум вел себя, так сказать, соответствующий. Такие моменты будем избегать. Вот как здесь. Делаем вывод, да? Торговать по индикатору нужно, когда он стабильно растет или стабильно падает. То есть при движении гистограммы в одну или другую сторону. Тогда моментум раскроется на все 100% при грамотном техническом анализе. Но это лишь фильтр. Моментум, соответственно, мы подтверждаем, как я уже сказал, техническим анализом. Вот тут у нас есть пробой восходящего тренда. Пересечение запустило снижение котировки. При этом мы видим, что в этот же момент гистограмма моментума стала красной. Фильтр сработал. Есть подтверждение сигнала, будем открываться, соответственно, в шорт. Теперь другой кейс. Выделим вот эту зону, зона сопротивления. Она удерживала цену в течение нескольких часов, и в конечном итоге она была пробита вверх, бычий сигнал. Но нам этого недостаточно, поэтому мы смотрим на моментум. И здесь как раз у нас есть совпадение с зеленой зоной. Видите, при пробое столбики начали активно расти. Только что мы получили с вами отличный инструмент для торговли, который будет подкреплять ваш технический анализ. Давайте теперь заработаем на этом какие-то деньги, да, чтобы доказать, что все работает. У нас стоит минутная экспирация. Обратите на это внимание при выставлении своих настроек. 5-минутный график и минутная экспирация. В принципе, можем начать открываться в лонг прямо здесь. В принципе, сигнал существует. В целом, я уже все рассказал вам по настройкам. Добавлю единственное, что никто не мешает вам заходить на другие таймфреймы. При желании заскакиваете также на минутный таймфрейм. Конкретно моментум в этой ситуации будет давать больше шума, легко попасть на ложный сигнал, зато price action для нас становится гораздо нагляднее. Если вам нужен точный анализ в масштабах, стоит заглянуть на 15-минутный таймфрейм. Он будет полезен тоже. Для маньяков анализа можно попасть и на часовой. Но для нас, для скальперов, это, скорее всего, излишняя возня. Вот. Более крупные масштабы могут нам подсказать общий сюжет движения цены. Вот смотрите, на часовике, да, видим, что моментум почти уже зеленый, но все еще пока в красной зоне. То есть, вероятнее, в следующий час он выйдет в зеленую зону и будет соответствующий рост. То есть рынок сейчас готовится к рывку в больших масштабах, и мы это знаем заранее, поэтому и открылись как бы в лонг. Супер, смотрите, сделка в плюсе, неплохой старт для начала, можно подкрепить его дальше. Давайте вернемся на наш 5-минутный таймфрейм. В целом, все в рамках нашей системы, у нас тренд. Мы его поймали, будем доить дальше. При не сильно высокой волатильности, как сейчас здесь, логичнее открыться с новой свечой, тем более, что это похоже вообще на додж. Откроемся с новой свечой, это более выгодные условия. Поехали. Пока есть минута, начну свой рассказ о мыльном пузыре Южных морей. Объясню, что это значит. Представьте себе Лондон в 1711 году. Британия в долгах после крупной войны, и тут появляются ребята непонятные, которые говорят, у нас есть идея. Они создают компанию Южных морей. Официально это
монополия для торговли шерстью, рабами, золотом с испанскими колониями. А неофициально это была одна из самых первых финансовых афер в истории. Компания предлагает правительству Британии следующее. Вы нам даете привилегии, а мы забираем задолженность перед населением, которая была у государства. Инвесторы отдавали государственные облигации компании, взамен получали ценные бумаги. Британия в восторге, проблема долгов как бы решена, да, уже, а компания получает монополию и фантастическую репутацию, как будто ее спонсирует сама корона. Так, сделка закрыта. Давайте сменим график, найду что-то еще интересное и покажу вам все ситуации, которые вы можете встретить. Поехали. Наш мир полон всяких хайпов, фома, мыльных пузырей, что в 18 веке, что в 21 веке. Ситуация никак абсолютно не изменилась. Самое плохое, что можно сделать, это принимать в них участие. Наша задача с вами, как я считаю, забирать свою прибыль на ежедневной основе, пусть и небольшую, но делать это с помощью трейдинга. То, о чем я рассказываю вам в каждом своем видео. Если вы хотите получать еще больше ценной и полезной информации по этому искусству, переходите и подписывайтесь в мой телеграм-канал, ссылки оставлены в описании к этому ролику. Там не только много полезной информации, но еще и лайв, живые торговые сессии, в которых вы можете принять свое участие. Все подробности будут в телеграм-канале, переходите, подписывайтесь, и мы продолжаем. Так, ну смотрите, низкая волатильность, попробуем заработать здесь. Читаемая ситуация, да, в принципе. Моментум в стадии роста, ровно, плавненько, но без изменений. График тоже растет. Можем отметить примерную зону, куда идет цена в начало окончившегося снижения роста коррекции. Ну вот здесь. Эту мы уже зону пробили. Поэтому, возможно, сейчас будет проторговка, но точно не ниже, чем мы открылись. Вернемся к компании Южных морей. Компания Южных морей заявила о себе, причем достаточно громко. Она устроила настоящую маркетинговую кампанию. Они не просто распространяли ценные бумаги, они продавали мечту. Они рассказывали всем о горах серебра в Перу, о реках шоколада. Они распускали слухи о невероятных контрактах с испанцами, которые вот-вот должны принести миллиарды, а на деле их не было. Короче, иными словами, организаторы занимались чем-то вроде подготовки к пампу. Они плодили чувство фома среди инвесторов. Ребят, с минимальным запасом сделка закрывается. Давайте сменим график, найдем что-то более волатильное и продолжим. По большому счету ситуация схожа. Открываюсь в лонг. Гистограмма моментума зеленая, недавно пересеклась. Интуитивно понятно, что актив настроен на рост, согласитесь. Давайте подтвержу это техническим анализом. Мы можем достроить вот такой канал, в котором станет понятно, как именно движется цена. После отскока от нижней границы мы идем в верхнюю границу. Сейчас мы как раз ловим это движение. Это я увидел на 15-минутном таймфрейме, но и на 5 минутах, если вы обратите внимание, все прекрасно. У нас есть зеленая стадия индикатора, тренд направлен вверх, мы недавно закрепились выше вот этой линии, нижние тени показывают нам, что сопротивление со стороны покупателей есть. Возможно, опять сейчас начнется боковичок, но в целом все прекрасно. Мы уже почти даже сделку закрыли в плюс. Давайте дождемся и продолжим тему. Все прекрасно. Буду открываться здесь же с новой минутой. Короче, толпа верила в компанию как нельзя лучше. Купили все вообще, от герцогов, графов до лодочников и служанок. Акции росли не по дням, а по часам на самом деле. 10-кратный рост в течение полугода. Лондон сошел с ума вообще. Люди закладывали дома, земли, драгоценности, чтобы вложиться в эту компанию. Еще одна сделка, тут без лишних комментариев, просто ждем рост котировки, выхода дальше вверх. А теперь вопрос на засыпку. Кто был самым умным человеком в то время? Друзья, Исаак Ньютон. Тот самый, который открыл законы гравитации и прочее. Так вот, он купил акции на ранней стадии и мудро зафиксировал прибыль, заработав 7000 фунтов стерлингов. По тем временам это бешеные деньги, и казалось бы, что молодец, да, Исаак, красавчик, брат. Но потом он смотрел, как его знакомые держат акции, они были более жадными людьми, и они продолжали как бы богатеть. И Ньютон словил фома, страх упустить выгоду. Он не выдержал, влез снова, купив акции на большие деньги, уже на самом пике. Ну и после этого пузырь лопнул, соответственно. Потому что за красивыми сказками не было реального никакого бизнеса. Инсайдеры тихо продавали свои акции, и когда слухи поползли, началась паника, все это лопнуло.
Так, друзья, очередная сделка в плюс. Давайте немного увеличим размер инвестиции. Продолжу торговать здесь. Мы уже выше уровня верхней границы канала. Хотя бы еще один трейд, вернее, мы бы здесь забрали с вами. Потом можно уже изменить актив, не пересиживать на нем. В принципе, тенденция к росту есть, моментум растет. Давайте откроем очередную сделочку. В любом случае можно перекрыться, вы сами это прекрасно знаете. Итак, после пампа начался классический дамп. Цена полетела вниз с той же скоростью, что и вверх, и тысячи людей разорены были в одночасье. Банкротство, самоубийство, крах доверия ко всей финансовой системе, которая тогда существовала. Вы сами понимаете, это казалось просто каким-то чудом. И знаете, сколько потерял по итогу Исаак Ньютон? Сегодняшний эквивалент примерно 3 миллиона фунтов. Тогда Ньютон и произнес свою знаменитую фразу: «Я могу вычислять движение небесных тел, но только не безумие толпы». Только вдумайтесь, такой гений, как Исаак Ньютон, поддался стадному инстинкту. А теперь вопрос, что это вообще было? По сути, это грандиозная рокировка. Компания стала финансовым прокси для государства, а ее акции способом списать долги. И вся система держалась на одном. Цена бумаг должна была вечно расти. Но как только рост остановился, эта пирамида рухнула. Очередная приятная сделка в плюс. Давайте сменим график, может что-то будет более интересно. Покажу вообще все рыночные ситуации, которые вы можете отработать с этой системой. Поехали. Отличный повод забрать деньги, я считаю. Лонг. Видим на 15-минутном графике зеленую стадию по моменту. При этом актив находится на этапе выхода вверх с проторговки. Зона сопротивления уже давно пробита. Все прекрасно. Дальнейший рост более чем оправдан. Мы как раз здесь около ключевого уровня. Если мы его пробьем, начнется, возможно, боковичок. Сегодня волатильность низкая, поэтому сменим актив. Но одну сделку здесь забрать можно точно. Все, друзья, с техническим анализом покончено. Давайте на всякий случай вернемся к 5-минутному таймфрейму. Ну, тоже никаких нареканий нет, поэтому просто спокойно выжидаем нашу прибыль. Давайте добавлю мысль по поводу этого пузыря Южных морей. Важно понимать, что здесь главный злодей – это британская корона. Она буквально аннулировала свой госдолг. Гениально, согласитесь? Мошенники, абсолютные мошенники. Что делать? У нас снова сделка в плюс. Давайте, на новом графике продолжим и закрепим наш успех. Так, друзья, ну и вот у нас первый шорт за сегодня. Краткий разбор. Моментум прямо намекает на снижение, пора продавать. И вот у нас выход был за небольшую проторговку вниз в рамках общего нисходящего тренда. Техническое обоснование сделки, так скажем. Отличный вариант для продаж, как я считаю. Воспользуемся им, откроемся в шорт. Поехали. Ну и давайте подведем итоги аферы Южных морей. За пафосным названием, государственной поддержкой и хайпом скрывалась пустышка, больше ничего. Как только рост остановился, все увидели, что за акции лишь право получать скромные проценты по гособлигации нет ничего, только сказки. Это классический пузырь по одной простой причине. В компании не было никакой ценности. Не было договоров, не было товарооборота, не было ничего. Все сказанное было либо огромным преувеличением, либо полной неправдой. Почему меня лично эта история волнует даже сейчас? Потому что афера компании Южных морей была первой, но не последней. Она написала универсальный сценарий финансового безумия. И каждый раз, когда вы видите график, улетающий вверх куда-то, в стратосферу, вспомните Лондон тех лет. Не изменилось ничего абсолютно, ребят. Все точно так же. Ладно, не будем о грустном. Давайте подведем итоги и закончим эту торговую сессию на позитивной ноте. Итак, главный урок для нас – рыночная паника гораздо страшнее эйфории. Поэтому перед тем, как инвестировать в какой-либо проект, пожалуйста, зайдите и убедитесь на самом деле, что он не фейк, не шутка и не вымысел. Только тогда вы можете вкидывать свою какую-то часть сбережений туда и надеяться на какой-то рост. Но опять же запомните, друзья, что рост не бывает вечным. Рано или поздно снижаются цены, и происходит обвал рынка. Так было, так будет всегда. Поэтому зарабатываем с помощью системы, с помощью дисциплины и на дистанции. Это то, чему я хочу вас научить. Если видос понравился и был интересен, подписывайтесь на канал и жмите лайки, колокольчики. С вами я прощаюсь, до встречи в новых видео. Всем пока.